Пока я еще не работал врачом, как сегодня, да, было время, когда мы работали на стройке, мы раздавали флайеры на улице. Было сложно, да, даже холодно, мы стояли, раздавали бумаги и так далее. Я работал в ресторане, даже хостесом, провожал гостей. Да, было нелегко, но всегда как-то мы находили чем заняться. Вот. И на сегодняшний день я горжусь тем, что я доучился и нашел себе работу по профессии. И вот теперь, чем я живу, у меня жена, дети, вот и живу в России, у меня уже гражданство, так что я доволен. Hi guys, Tochi right here. Welcome back to Afro Russia TV. Today's topic is very interesting. Many of you guys have asked me in the past, how is the job market in Russia? Is it possible to find a job as a foreigner? And if yes, how much can someone make working in Russia in a month? So in this video, I'm going to go out there and ask ordinary Russians to tell me how much they make in a month and if this is enough for them. Меня зовут Юля, мне 26. Я Патрик. My name is Jennifer. Меня зовут Dasha. Меня зовут Veronica. My name is Igor. Меня зовут Snezana. My name is Stephanie. Меня зовут Irina. I'm Anastasia. My name is Anna. Hi, my name is Angel. I'm from Nigeria and I moved to Russia from California. Я работаю официально. У меня зарплата в среднем это 80 тысяч рублей. В среднем. Потому что бывает, что премии еще приходят, а мне дают как неожиданно. Поступает где-то 120, 130 или 150. Так что по-разному. Но я считаю, что здесь зарплату, которую платят, если ты умеешь распределиться, ты спокойно можешь тоже жить на эти деньги здесь. Потому что продукты, меня с всей семьей мы тратим на еду каждый месяц минимум, максимум, я скажу, 20 тысяч рублей на месяц. Это у меня, нас 5. Это жена, я и 3 дети. 20 тысяч в месяц. Это только на еду. Вот. Так что электричество, коммунальные услуги, это копейки, это вообще ни о чем. Так что на эти деньги я успеваю делать так, что я еще отправляю. Естественно, сейчас проблема в том, что так как все делается в долларах, а сейчас кризис такая, что наш рубль упал, поэтому помочь семье на родине немножко сложно сейчас, потому что эти падения валют, курса, да, сейчас поэтому ощутимы. А если ты живешь только здесь, ты не так часто отправляешь туда деньги, ты не заметишь это. Это когда ты хочешь отправить, тогда ты чувствуешь, что да, валют это да, немножко проблема. Я занимаюсь SMM, то есть веду инстаграмы, профили, пишу статьи, в общем, журналист. Но я в своей сфере могу зарабатывать где-то от 50 до 100 тысяч, то есть в зависимости от моих потребностей я уже выбираю, то есть мне немножечко расслабиться, либо в этом месяце поработать побольше. Допустим, для Краснодара 50 тысяч вполне хватает с головой, чтобы и снимать жилье, и нормально питаться, и где-то даже потусить, и, может быть, даже отложить на отпуск. Мне, например, немножечко помогают родители, но большую часть финансов зарабатываю я сама на свои хотелки, на свои развлечения, на свою жизнь. Я Патрик, я из Нигерии и я живу в Питере, Санкт-Петербург уже 8 лет. Я работаю контент-лидом или как в другом слове, на другие слова, контент-менеджер. Зарабатывает от 150 до 200. А для тебя достаточно в России жить это? Это очень зависит от, как сказать, своих ожиданий и уровня жизни. Конечно, достаточно даже на 1000 рублей жить в России, но есть разные уровни жизни и у всех есть свои, как сказать, будущее, что они хотят в будущем. Я не хочу завтра, например, я пешком ходил в автобусе, сидел в метро, катился, и потом нужно купить машину, а потом еще купить дом и так далее. Я обычно трачу на еду, я много ем и люблю вкусно есть, а потом на одежде, потому что я пытаюсь пытаюсь создать что-то уникальное в смысле фэшн. Я тоже подрабатывал моделью, и я пытаюсь выпускать свой бренд, like fashion brand or something like that. So я тоже трачу
как сказать, трачу много денег на это, на свои личный бизнес, как сказать. I'm analyst and I'm working in travel agency which develop their own app. Now I'm getting 120,000 for the hands. It's after the taxes. I worked as a nanny and the pay wasn't good for a week. I was paid 6,000 rubles, and it was clashing with my class, so I actually had to stop. And also, I worked as a cleaner. Let me not lie. I worked as a cleaner and it was like you work for the whole day and then it's 2,500 rubles for like how many hours? Like almost 6 hours. And it doesn't give, guys. It doesn't give. So I actually don't like being idle. So I'm trying to use my skills as a nail technician, you know. So I started my own nails business, as in I'm a nail technician. So I started my own business and I'm hoping to attract new people, like especially Russians and then Africans or people who live here who are from other countries. I'm not making so much because I'm just doing my internship right now, but it's full-time and I'm getting 40,000 rubles a month, yeah. Is it like enough for you for your personal expenses? Yep. I'm still living with parents, so I don't need to pay for, let's say, for the accommodation. I can just like spend this money for other stuff, like going out, you know, just buying some snacks. Maybe I'm not even doing groceries because I'm living with parents, so just like buying some stuff for myself, yeah. And also I would like to start maybe investing soon, but yeah, now it's enough just because I'm not spending this money for some essentials, I would say, yeah. I earn about like between 35,000 to 45,000 rubles per month. And here, so everything I do as a student is subsidized, from transport to hostel and everything is quite subsidized. So I don't spend much when it comes to like transportation and hostel, because like even transportation is quite cheap because you pay for that monthly. And I mean, groceries is quite cheap here, even compared to like back home. You can get a crate of eggs for like how much? Like 40 rubles. Yeah, so I mean, I think that when it comes to like spending here or cost of living here is quite moderate for a student, and so it's not hard. I mean, trying to earn and then, you know, spend on your day-to-day activities. Can you give me an estimate of how much you spend? What do you spend your money on in a month? Like, where does the money go to? Okay, so my money goes to groceries mostly because I spend money on groceries. I don't do shopping a lot, or I'm not a spender, an extravagant shopper. So it's usually just like groceries, and that's like, for a month I can spend like 4,000 at most on groceries for the month. And then the rest will just go to accommodation, which is about like 1,500. And then, yeah, in a dormitory. And then the transport is also like 1,300 for a month. So basically that's not even half of like how much I make. Я училась на специальность финансы и кредит, работаю в банке по профессии. В банке зарплата составляет от 50 тысяч до 150 тысяч. Все зависит от того, насколько ты грамотный специалист. Я работала за разные суммы денег и умею жить на маленькие, и на те, которые я живу сейчас. Я могу позволить себе и спа, и помогать приюту, и красиво выглядеть, и ходить на разные мероприятия. Вот, поэтому, если ты хочешь развиваться, у тебя получится зарабатывать хорошо. Это возможно. Это для вас достаточно каждый месяц, да? Да, для меня это достаточно. А что вы обычно тратите деньги на квартиру? Я трачу деньги на косметику, на красивые вещи, на спа, на концерты, на хоккей, на спорт, на встречи с друзьями в ресторанах, на вкусную еду. Поэтому я именно трачу качественные свои деньги. На образование. Я постоянно прохожу какие-то курсы, я читаю, я хожу на какие-то мероприятия. Поэтому это все стоит денег, но все хорошо. В общем, сумма 50-60 тысяч, ну как бы для жизни нормально, но если ты хочешь путешествовать почаще,
тогда, я думаю, здесь, конечно, нужно думать над увеличением дохода, потому что ты там все распределяешь в жизни текущей. Но чтобы нормально попутешествовать, прям отдаться путешествию, то я думаю, я бы хотела зарабатывать 1100 вот так вот стабильно, ну и плюс там выше. Ну, нам чем больше зарабатываешь, тем больше потом надо. Я работаю в сфере IT. Если говорить вкратце, то это интернет-маркетинг, либо арбитраж трафика. От 100 тысяч до 300 тысяч в этой сфере можно делать очень легко в течение, наверное, года, если даже прийти в эту сферу с нуля. То есть с нуля приходишь, обучаешься, идешь на стажировку, работаешь, и можно уже зарабатывать 100 тысяч смело. Это недостаточно для меня конкретно, потому что я хотел бы все-таки больше путешествовать и больше различных хобби себе в жизни добавлять. Но сейчас мне хватает на все самые стандартные вещи в жизни. Это оплатить ипотеку, заплатить за дорогу до работы домой, купить продуктов и немножко на отдых, развлечения, там, в баньку сходить, возможно, на какие-то танцы. So when I was in America, in Boston, I was earning 1,600 a month. And then in California, I was earning 1,200 a month, I think, thereabouts, give or take. Also, you have to pay like taxes, so it's not necessarily that amount. They will like deduct a little bit from that as well. I don't work yet, but I do plan to work. Because I don't speak the language, my options are pretty limited. So what I'm looking towards is working as an English teacher. I know some people who have had luck with that. So I've signed up on some websites. I know some people that work, they get paid like 1.5 to 2.5 rubles per hour. So it just depends on how many times a week you're working and how many hours in the week as well. In a month, I spend anywhere from maybe like 5 to 7K. It depends on what I'm doing. Maybe 7K is if I've like gone out and like I'm doing things. That's the most I've spent in a month, like since being here. Aside from when I first came and I had to pay for medicals and a bunch of things. So I spent like 11K in a month. That's when I first, because when you first come here, you're going to have a lot of things to spend money on. So the most I've spent is 11K, and that's just because I had a lot of things to pay for, like being an international student. After that was like 7K, but then the least I've spent in a month, just like normally living, maybe like 4 to 5K. So I think you need like 15 to 20 something K if you're planning on, going out, if you have like a vast social life and things. Я из сферы картографии. Что это такое? Рисуем тематические карты для развития территории, да. Сколько работаю? В месяц, от 50 до 80, наверное, в таком диапазоне. Это для вас достаточно университет? Пока что, да, но ненадолго. Я актриса кино, также занимаюсь озвучкой, я спортсмен и ассистент по актерам. Ставки в кино очень разные. Бывают эпизоды, которые оплачиваются мало как-то. Бывает главная роль, и тоже будет мало оплачено. Зависит все от студии, киностудии, продакшена, от бюджета кино, от самого сценария, от того, куда это идет, на платформу, например, да, либо это идет на канал. И здесь очень много факторов, которые зависят. Если это медийное лицо, то, конечно, там повышаются ставки. Если есть агент, то тоже ставку можно повышать. Потому что агент помогает в этом плане. Актеры не всегда умеют себя продавать и торговаться и прочее. Этот навык очень хороший, и я считаю, что он у меня есть. Но так как мало проектов, то я не могу сказать, что если бы было в моей жизни только кино, только съемки, то я бы смогла оплачивать аренду, ходить везде, вот где сейчас хочу, покупать то, что хочу. Потому что, к сожалению, это не всегда про заработок. В первую очередь здесь интерес, мечта, цель, и только потом уже заработок. Это наработка всегда. То есть должна быть определенно дополнительная профессия или дополнительная работа, которая основная, которая тебя кормит, пока нет полноценно
съемок каждый день, ну там или через день хотя бы. Мне бы хотелось, конечно, от 200-250 тысяч в месяц. Ну вот это для меня было бы нормально. То есть не мало, не сильно много, но вот приемлемо хватало бы. Сейчас пока меньше в раза 2. Вот. Но я к этому стремлюсь, иду, и как бы я думаю, что когда будет достигнута та цель, появится еще большая цель. Русскими людьми, я думаю, что мы все работаем типа, в системе капитализма, и это не важно, откуда ты, они обращают на тебя как на своих. Ну, я не чувствую, как сказать, я не чувствую странное поведение, особенно ко мне, или странное отношение касается факта, что я иностранец. Мы общаемся на русском, шутим на русском. Иногда, да, есть вопросы, которые интересуют. Как ты сюда приехал, что ты делаешь, типа, что, stuff like that. Типа, просто любопытные вопросы, но мы работаем как... Я даже иногда забываю, что я вообще иностранец, я иностранец. Так что я уже чувствую себя как дома здесь. Россия для меня это уже мой дом. Я уже здесь не хожу как иностранец, я чувствую себя, я дома. Да, раньше мы ходили, смотрели назад и так далее, если нападет кто-то, а сейчас нет, я уже чувствую, что я дома.